Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы с вами уделим внимание народным приметам на 14 ноября. Поговорим о том, что за народный праздник нас с вами ожидает в этот день, какой церковный праздник. Также поговорим о том, что можно и чего категорически нельзя делать в этот день. Друзья, очень важная и ценная информация. Поэтому обязательно просмотрите это видео от начала до конца. Итак, 14 ноября Православная Церковь чтит память бессеребренников и чудотворцев Космы и Дамиана, или по-другому их называли Кузьмы и Демьяна. К сожалению, о братьях было известно немного. Они родились в Малой Азии, в семье язычника и христианки. Жили на рубеже II-III веков. Правда, рано остались без отца. Когда матери стало сложно заниматься их воспитанием из-за болезни, она попросила о помощи женщину по имени Феодотия, которая укрепила веру подростков в православие. Поняв, что мальчики имеют склонность к врачеванию, их отдали учиться медицине. Иисус Христос, увидев, что Косма и Дамиан много времени проводят в молитвах, наделил их даром чудотворения. Молитвами и знаниями в медицине святые могли исцелить от самых тяжелых болезней. Денег за помощь они никогда не брали, помня о заповеди Всевышнего. Даром получили, даром и давайте. За это Косму и Дамиана люди прозвали бессеребренниками. Однажды они вылечили женщину, от которой отказались врачи, считая ее безнадежно больной. Благодарность та принесла Дамиану 3 яйца и уговорила взять их во имя Святой Троицы. Услышав о Святой Троице, лекарь не смог отказаться. Косма, узнав о том, что брат нарушил этот обет, расстроился настолько, что завещал после кончины похоронить его отдельно от Дамиана. Погибли братья от рук врача, который учил их науке врачевания. Тот стал завидовать славе Космы и Дамиана, которой у него не было. Однажды учитель позвал братьев собирать лекарственные травы, которые росли в горах. Там он их и убил, а тела сбросил в бурную речку. Когда люди нашли тела Космы и Дамиана, они стали думать, как их хоронить, вместе или порознь. И тут пришло еще одно чудо. Верблюд, которого братья вылечили от бешенства, человеческим языком сказал, что хоронить нужно рядом, поскольку дар Дамианом был принят из чувства милосердия и почитания Святой Троицы. На Руси святых бессеребренников Кузьму и Демьяна считали покровителями брака, домашней птицы и ремесел, и молились им для сохранения семейных отношений, а также здоровья домашней птицы. А вот в народном календаре наши предки этот день называли по-другому. Кузьминники осенние, день Кузьмы и Демьяна, куретники, куриный день. Дело в том, что сегодня наши предки провожали осень и встречали зиму. И, конечно же, все верующие люди именно 14 ноября чтили память бессеребренников Кузьмы и Демьяна. Кузьма и Демьян у наших предков считались покровители как ремесел, домашней птицы и брака. И молились об исцелении от душевных и телесных болезней, о помощи в трудном учении и просвещении разума, о мире в семье и любви между супругами. В народе отмечали летние Кузьминки, напомню вам, о них говорили 14 июля, и осенние, которые мы с вами будем отмечать 14 ноября. В день осенних Кузьминок справляли так называемые курьи именины. Богатые люди рассылали в подарок домашнюю птицу родственникам и друзьям. В селах женщины подносили курочек своей боярине. Челобитных кур не резали, кормили ячменем и овсом. Яйца, которые они несли, считались целебными. Также в этот день было принято убивать петуха. Хозяин сам выбирал самца курицы и рубил ему голову. Лапы птицы забрасывали на крышу избы. Считалось, что благодаря вот такому вот ритуалу
куры будут всегда водиться в доме. Самого петуха готовили на обед. В некоторых губерниях того времени курятники окропляли святой водой и служили там обязательно молебен. День Кузьмы и Демьяна считали девичьим праздником, который отмечали с размахом. На день снимали избу, где исправляли кузьминскую вечеринку. Девушки днем варили пиво, а также ходили по домам и собирали продукты. Если среди собравшихся была невеста, то она считалась хозяйкой дома. К вечеру приглашали музыкантов и парней, и начиналось настоящее веселье. Молодые люди играли, пели и танцевали. Иногда веселье затягивалось аж до самого утра. Если еда заканчивалась, то парни шли на промысел. Они могли добыть курицу из чужого двора. И вы знаете, по тем временам к таким кражам односельчане относились спокойно. Конечно же, обязательно на столе 14 ноября должна была быть куриная лапша и другие блюда из курятины. Девушки на выданье готовили кушанья из птицы и угощали ими всех тех, кто пришел в их дома. Ну и, конечно же, обязательно в этот день чествовали дворового, младшего брата широко всем известного домового. Ему варили ритуальную кашу из пшена, верили, что если этого не сделать, то приусадебный дух может просто-навсего разозлиться и сломать садовую утварь или навредить скотине. Иногда, чтобы проучить домашнего духа, метлу опускали в деготь и оставляли на улице. Считали, что дворовой возьмет ее, чтобы двор подмести, измажется и задумается над своим поведением. Главные традиции все-таки этого дня были связаны с курами. Когда-то было принято обмениваться курами в знак особого уважения. Таких птиц не резали, а держали ради яиц, потому что они считались целебными. Ну а чтобы поправить здоровье 14 ноября, наши предки считали, что нужно съесть куриное сердце. В этот день, 14 ноября, молодые девушки молились святым Кузьме и Демьяну о красоте, здоровье и молодости, а также просили встречи только с хорошим женихом. В этот день обязательно помолитесь святым бессеребренниками за здоровье всех членов семьи и мир в доме. А девушки перед свадьбой просили святых крепкой и счастливой семейной жизни. Тем, кто держит кур в этот день, нужно обязательно отведать мясо домашней птицы. Тогда курочки всегда будут в доме водиться. Ну а чтобы поправить свое здоровье, обязательно съешьте куриное сердце. Подавая милостыню в этот день, ни в коем случае не смотрите в глаза нищему, иначе быть в беде. Если в ночь на осенние Кузьминки в доме замяукает кошка, то произойдет какое-то радостное событие. А неожиданная идея, которая возникла 14 ноября, сулят перемены жизни в лучшую сторону. Воду после купания младенца в этот день нельзя было выливать на улицу. В противном случае малыш будет плохо спать и много плакать. Народные приметы 14 ноября помогут предсказать погоду на будущую зиму и даже весну. Поэтому, если день был теплый 14 ноября, то и зима не будет лютой. Если еще не все деревья сбросили листву, то зима будет затяжной, а следующий год будет неурожайным. Если выпало много снега, то готовьтесь к весеннему половодью. Если реки и озера покрылись льдом, то потепления ждать не стоит. Если в этот день небольшой мороз, то похолодает не скоро. Если на дорогах грязь, то до середины зимы продержится теплая погода. Обратите внимание на эти народные приметы касательно погоды. Ну а День ангела 14 ноября празднуют Иван, Денис, Давид, Демьян, Кузьма, Прокопий, Савва, Федор, Юлия, Ульяна и Яков. Если в вашем окружении есть люди с такими именами, обязательно поздравьте их с именинами. Пожелайте всего самого наилучшего. Человек, рожденный 14 ноября, по своей натуре лидер. По гороскопу он скорпион, и у этих людей отлично развито логическое мышление. Они имеют аналитический склад ума и легко улавливают истинную суть любых событий. Также люди, рожденные 14 ноября, по мнению наших предков, обладали прекрасными лидерскими качествами. Из достоинств людей, рожденных в этот день, это то, что они имеют аналитический ум и превосходную интуицию.
Правда, у людей, рожденных 14 ноября, есть и недостатки. Из-за наличия высоких лидерских качеств люди, рожденные в этот день, не терпят мнимую и реальную конкуренцию. Ну а талисманом, рожденного в этот день, является коралл. Этот камень не только обладает лечебными свойствами, борется с опухолями, воспалениями, язвами, но еще и оберегает от несчастий, защищает от порчи из глаза. Беременным женщинам рекомендуется, не снимая, носить коралловые обереги, так как именно они снижают риск выкидышей, а родившиеся дети впоследствии будут обладать крепким здоровьем. Что же касательно снов, то сны, увиденные в ночь на этот день, могут нести в себе психологические проблемы вашего подсознания, поэтому возможно неприятные сны, даже кошмары. Не стоит заострять на них внимание. Проснувшись, нужно представить, как рассеивается ваш кошмар. Если это не поможет, нужно поведать об этом сне текущей воде из крана. Желательно вслух это делать. Это поможет вам сосредоточиться, извлечь и удалить из памяти как можно больше неприятных моментов. Но если в ночь с 13 на 14 ноября женщине снится ее бывший партнер, это будет говорить о том, что она движется в неверном направлении, возможно, цепляясь за воображаемую ветку успеха. Стоит критически оценить свои шаги и решения последних дней. Что же можно было делать 14 ноября по народным приметам? Вы знаете, в день Кузьмы и Демьяна принято было ставить блюдо из курицы на стол. Обычно праздник наши предки отмечали с размахом. Стол ломился от вкусных яств и пива. В древние времена люди сами варили такой вот хмельной напиток, как пиво. А у наших предков в этот день была традиция праздновать до утра. Если не хватало еды, то ходили по дворам, чтобы добыть курицу, которую зажаривали вместе с картошечкой и грибами. К такой краже хозяева птицы относились спокойно. Сегодня, конечно, красть не стоит, но есть важное поверье для страдающих от болезней. Нужно съесть в этот день куриное сердце и помолиться о здоровье святым. Заболевание оставит вас после искренней просьбы Кузьмы и Демьяна. Известно, что идеи, которые приходят в этот день в голову, посланы свыше. Любой, даже самый невероятный замысел, который вы сегодня задумали, при должной работе и усердии обязательно сбудется. Отмечая День памяти Кузьмы и Демьяна, в старину было принято в этот день жениться или готовить с утра стол для угощения сытными блюдами. Ну а девицы в этот день приглашали в гости парней и устраивали посиделки с песнями и с плясками, которые, как мы уже сказали ранее, длились до поздней ночи. Теперь давайте поговорим о том, что же нельзя было делать 14 ноября по народным приметам и народным традициям. Сегодня были запрещены излишние траты, а тот, кто не послушается этого запрета, в самом скором будущем станет жить в нужде и лишениях, потеряв все свои накопления. Нельзя 14 ноября девушкам на выданье грустить и проводить вечер в одиночестве. По народной примете сегодня нельзя закрывать и входные двери снаружи, поскольку считается, что благополучие придет, а в дом зайти не сможет. Поэтому так важно, чтобы на осенние Кузьминки в день Кузьмы и Демьяна в доме обязательно был кто-то из домочадцев. Если же нужно вам отлучиться, то только ненадолго, оставив обязательно открытыми окно или форточку. Также ни в коем случае нельзя, подавая милостыню 14 ноября, смотреть нищему в глаза. Считается, что таким образом можно привлечь к себе беды и лишения. Однако и отказывать в подаянии сегодня не стоит. Близкие будут голодать и жить в нищете. Также в день Кузьмы и Демьяна нельзя гнать из комнаты кошку. Она сегодня может вам предсказать, исполнится ли желание, если его загадать в полночь и спросить о нем у животного. Замяукает или замурлычет пушистая предсказательница, очень значит, скоро сбудется задуманное. Станет молчать, увы, но пока ему не суждено будет воплотиться в жизнь. Также еще раз обращаем ваше внимание, что сегодня нельзя выливать на улицу воду, которая оставалась после купания младенца.
Говорят, что если ослушаться данного запрета, младенец будет страдать от бессонницы. Вот такой, друзья, у нас с вами день 14 ноября по народным приметам и по церковным традициям. Мы надеемся, что наши советы и наши рекомендации вам помогают в жизни. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя, друзья. Обязательно поделитесь этим видео с теми, кому вы знаете, что это видео и эта информация будет полезна и важна. Ну а прямо сейчас на экране вы видите два всплывающих окна. Это следующее рекомендованное видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех вам мыслимых и немыслимых благ, друзья. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.